Слова можно контролировать, но микромимика и пропорции лица выдают все. За публичной маской Дмитрия Гордона скрывается психология, которую он показывает неосознанно. И сегодня мы взломаем его самый главный секрет. Ту самую черту лица, которую 99% людей просто не замечают. Ну что, готовы? Тогда поехали! Я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Лизавета Царькова-Голофаст. Я тренер по гимнастике для лица и практикующий физиогномист. У меня на канале вы можете подписаться и увидеть обучающий и развлекательный контент на тему, как по чертам лица определить особенности характера человека. Сразу скажу, что у меня есть прямо отдельный плейлист, где я разбираю лица известных людей, нашумевших, скандальных, нескандальных. Среди нескандальных, например, есть лицо Папы Римского. Вот если вам будет интересно, посмотрите. Это интересное на самом деле лицо, просто он нигде не отличился. Также есть Кирилл Буданов. Кто у нас там есть? Последнее видео. Это вообще очень классный сравнительный анализ лиц. Достаточно серьезный. И для меня он тоже имел определенное значение. Михаил Драпатый и Александр Сырский. Вот здесь можно посмотреть. Вот. И, конечно, как вишенку на торте я вам предлагаю посмотреть физиогномический разбор Михаила Федорова. Также хочу обратить ваше внимание, что в связи с тем, что нашим сегодняшним героем является украинский журналист Дмитрий Гордон, который брал интервью у огромного количества людей, просто у огромного количества людей, я специально приобрела в Ирландии вот эту вот футболочку, да, Pink Floyd, специально, потому что, если вы заметили, конечно же, вот кто здесь фанаты Гордона, вот кто, поднимите руку, поставьте мне лайк, поделитесь этим видео с другими фанатами. Он большинство своих интервью ведет в футболках. Я специалист, я даю экспертный контент. Какие футболки? У меня всегда рубашечки, причем дизайнерские. Вы видели темно-синяя, белая, полосатая? Они все дизайнерские, они все пошиты специально для меня по моему заказу. Но сегодня я кашу под стиль Гордона. Я в футболке. Еще и с кельтским крестом. И вот эта прекрасная сережка, видите, цвет вот этой вот рыбки вообще идеально гармонирует с пинк-флойдовским треугольником. Все заметили? Спасибо. Поехали по нашему сегодняшнему герою. И также по чертам лица. Почем мы сегодня с вами пройдемся? Я сейчас коротко, для того, чтобы вы могли потом для себя понимать структуру сегодняшнего видео. Итак, обязательно мы возьмем сегодня лоб. Обязательно будут глаза, уши, нос, подбородок и брови. Попробуйте угадать, какую черту лица я имела в виду в самом начале своего видео. Что из этого всего большинство людей не замечает, либо не знает правильного значения. Потому что нас пытаются ввести в заблуждение. И каким образом, я вам сегодня расскажу. Идем дальше. Итак, поехали. Первое. Обратите внимание на его лоб. Вот на этой фотографии нам кажется, что? Что нам кажется? Нам кажется, что у него высокий лоб. Я думаю, каждый человек знаком со стереотипом, что если высокий лоб, значит человек умный. Кстати, прошлое свое видео, где я фактически взламываю свое лицо по просьбам моих подписчиков, это видео вот буквально ниже находится, вы его легко найдете. Оно называется «Распять себя своими руками». Вот все просили мое лицо дать, я дала разбор своего лица по основным важным характеристикам. Так вот, у меня высокий лоб, и нам кажется, что у Гордона тоже высокий лоб. Кажется, до тех пор, пока мы не посмотрим на него в профиль. Потому что мы привыкли видеть его в виде говорящей головы. И нам кажется, о, какой плюс, у него нет волос, он уже бреется полностью на лысо. А он был в молодости очень даже красавчиком, очень даже лохматым товарищем. Нам кажется, что лоб у него высокий. Но смотрим в профиль. Все увидели? У него лоб не высокий, и он скошенный. О чем говорит скошенность лба? Как вы думаете? Как вы думаете? Давайте ровно 3 секунды на поразмыслить. О чем говорит скошенность лба? Скошенность лба говорит о том, что человек склонен к импульсивным решениям, основанным на интуитивном чутье. То есть его действия, они не имеют логического, жесткого обоснования. Вот прямо, знаете, такой логики. Он не думает глубоко, он не анализирует, он может отреагировать на уровне инстинкта. Скошенный лоб. Потому что лобные доли обычно отвечают за анализ ситуации. Он ситуацию склонен скорее чувствовать, чем анализировать.
есть большая разница между этим. И я думаю, что те, которые в курсе, напишут мне в комментарии, в чем заключается разница между думать и чувствовать. Угу. Вот, то есть у людей с высоким лбом, как у меня умеренно скошенный лоб. Умеренно скошенный лоб. Здесь живут схемы, алгоритмы, страхи, сомнения и так далее. Дмитрию это все не характерно. Нет там никаких страхов и нет там никаких сомнений. Там идет получение информации и идет реакция. Смотрите, это очень легко проверить на практике. Тот, кто регулярно смотрит его интервью, смотрите, как он реагирует на новости. Только что-то произошло на другой стороне земного шара, буквально рядом с нами. Он тут же вышел в эфир. У него тут же видео. У него тут же сразу идет реакция. Но я потом расскажу, почему. Переходим к следующей черте лица. Глаза. Здесь, конечно, очень интересно. Обратите внимание, я думала, что это приобретенная черта лица, потому что, согласно теории физиогномики, есть врожденные черты лица, это наша база, это наша природа, то, с чем мы рождаемся. И я об этом говорила, пропорции нашего лица, наши врожденные характеристики, мы не можем их изменить, не повлиять, ничего мы не можем, кости черепа. А есть приобретенные. У меня было подозрение, что прикрытые глаза такие, знаете, я даже изобразить так не могу, потому что это не мое. Это приобретенная черта лица. Но я раздобыла в архивах его фотографии его молодости. Смотрите. Видите? У него везде полуприкрытые глаза. Везде. То есть он таким был всегда. Знаете, что это значит? Как вы думаете? Я вам сейчас скажу. Это значит, я лучше всех вас знаю, что происходит. Я лучше всех вас знаю, что будет. Человек реально убежден в том, что он лучше всех все знает. И переубедить его в этом невозможно. Это его внутреннее состояние, и он в этом живет. Я молодец, я лучше вас всех знаю, что происходит, и сейчас я вам об этом расскажу. Но рассказывает он нам не обо всем. И почему? Смотрим на черту номер 4. А сейчас черта номер 3. Уши. Обратите внимание на его уши. Они у него слегка оттопыренные. У меня ближе к прижатым. Хотя я в детстве была лопоухая. Вот, у меня ближе к прижатым. А у него, смотрите, оттопыренные. Все заметили? Что это значит? Это значит, что ухо, как интуитивный орган восприятия информации, мы все помним, что у нас на лице есть 3 основных и самых главных органа интуитивного восприятия. Это губы и степень их развитости говорит о наличии интуиции, о глубине. Это нос, который чует, что происходит, и это уши, сверхдальние прогнозы. У него уши небольшие. Они работают приблизительно здесь и сейчас, в горизонтальной плоскости, то есть в ближних прогнозах, ближнее прогнозирование. Вот. И то, что они у него оттопыренное, говорит о том, что он улавливает большое количество информации. Понимаете? То есть у него идет большой захват этой информации. А выдача у него идет хоть и быстрая, но меньше. Вот, но опять-таки, это интуитивный орган восприятия. И он на основании этой информации выдает то, что мы все слышим. А теперь 4-я черта. Нос. Смотрите. Его популярное фото и его, скажем так, ракурс, с которого мы видим его в камере, то есть, да, такое лицо, вот это вот все знают это лицо. Вот так, как говорящая голова, как она вытянута. У нас все время создается ощущение, что у него голова вытянута, да, за счет того, что нет волос. И нос длинный. Но если посмотреть в профиль, оказывается, что вот эта часть носа, вот эта часть, она у него не такая уж и высокая, не такая уж и длинная. А длина ноздрей, то есть если мы говорим о вот этой вот части, длина ноздрей, у него не намного меньше, чем высота носа. То есть у нас есть такое понятие в физиогномике, как нос Буратино. Я бы не сказала, что это чистый вариант, нет. Но это человек, у которого, скажем так, превалирует характеристика иметь понятие о огромном количестве вещей, но на поверхностном уровне, без глубокого вникания. Я сегодня в трансляции у себя упомянула, у меня есть 2 видео, сексуальный потенциал мужчин с маленьким носом. Еще раз, потенциал мужчин с маленьким носом. У меня в списке видео, там такая обложечка странненькая, посмотрите, найдите. И мужчины с большим носом.
Вот вы поймете разницу. Вот после того, как вы их посмотрите, вы поймете разницу. Понимаете? И про нос Гордона я бы сказала так. Смотрите, мы его знаем по большому количеству интервью с большим количеством людей, поэтому он обладает большим количеством информации. Но при этом никуда он не погружается глубоко. Никуда и никогда. Это его характеристика. Причем, еще одна деталь. Почему он не выдает нам все, что думает? У него опущенный кончик носа. Это скрытность. То есть есть вещи, о которых он правда знает, и о которых он правда никому никогда не скажет. Даже нам с вами. То есть он нам скажет все, что угодно, но только не эти вещи. И он их держит при себе. И он их будет держать до последнего момента. Это как козырь в рукаве. Разыграет карты, разыграет Джокера только в той ситуации, которая этого потребует. А возможно, не разыграет. Но скрытность – это его черта. Имейте это в виду. Так, подбородок. Подбородок. На самом деле я хотела назвать это видео «Вечный подбородок Дмитрия Гордона». Тоже смотрим. Это классический системный подбородок. Характеристики. Человек подводит хорошую базу, хороший качественный фундамент под свои действия, теоретически. То есть прежде чем действовать, он закладывает хорошую основу своим действиям, выверяет, проверяет, и это должно быть надежно. То есть о качестве мы сегодня, естественно, говорить не будем. Это останется за кадром, за кулисами и на ваше, я бы сказала так, на совесть ваших наблюдений. Вот все наблюдения, которые вы знаете, вот, кто смотрит Гордона, вот вы мне, пожалуйста, напишите на тему, что вы думаете по поводу той информации, которой он делится. Как вы думаете, насколько она может быть фундаментальна? Вот согласно размеру и форме его подбородка, там хорошая фундаментальность. Но. Сейчас мы подходим как раз к той черте лица, о которой я упомянула в самом начале видео. И которая для всех, как мне кажется, незаметна. Я потом почитаю, конечно же, комментарии к этому видео, и, возможно, кто-то из вас угадал. А те, кто внимательно слушали начало, помнят, что шестой чертой лица мы рассматриваем брови. Я специально делаю паузу для того, чтобы вы посмотрели на фотографию. Вот на эту. А теперь, пожалуйста, посмотрите вот на эту. А еще можно посмотреть вот на эту. И если вы посмотрите абсолютно любое видео, где он рассказывает о том, как будет потом все развиваться события в ближайшие 2-3 недели, ну, может быть, 2-3 месяца, вы вдруг обнаружите, что как раз, когда он говорит о вещах, которые якобы должны произойти вот в это время, и они произойдут обязательно, с его слов, он поднимает брови. Обычно люди поднимают брови, чтобы усилить коммуникацию. Это микромимика. Вот это конкретно идет из мимики. Чтобы усилить коммуникацию, чтобы усилить контакт с аудиторией. Либо с тем человеком, с которым они разговаривают, ведут переговоры. Брови поднимаются для того, чтобы этот контакт был более сильный. Для придания убежденности, вернее, для желания убедить человека в чем-то. Но с физиогномической точки зрения мы с вами, особенно мои постоянные подписчики, мы очень хорошо знаем, что поднимание бровей – это снятие с себя ответственности. Он в это время на самом деле сомневается в том, что он говорит, сомневается в том, что это правда произойдет, у него есть сомнения. Он может даже до конца не верить этому. И он вот этим движением, у него даже морщины вот здесь есть. Я как тренер по гимнастике для лица вам говорю, что вот эти морщины горизонтальные над бровями, они появляются в результате вот этой вот бесконечной мимики. Поднимания бровей вот этих вот бесконечных. А у него как раз четенько выражены эти две морщины. И там, и там. Потому что он поднимает брови как раз тогда, когда он не хочет нести ответственность за то, что он говорит. Поймали? Делайте, пожалуйста, выводы. Делайте, пожалуйста, выводы. И внимательно слушайте те места, на которых он говорит, да это все будет. В переводе на язык знатоков, на профессиональный мой язык, что да что вы говорите? Да какое там? Да никогда этого не будет. Потому что нет к этому предпосылок, или в этом есть сомнения. Но вас хотят в этом убедить. Да, все будет, конечно же.
И он очень интересно, обратите внимание, как он апеллирует к разнообразным фактам, которые никто проверить не может. Ну как вы это их проверите? Да никак. И нам все время кажется, вот он создает образ такого надежного информатора. Ну, мы же знаем о его прошлом, да, о его огромном опыте, о его репутации. Но, судя по последним реакциям, люди, видать, почувствовали, что что-то происходит, что-то дядька говорит не то. Вот что-то дядька говорит не то. Поэтому последнее время на то, что он обещает и при этом поднимает высоко брови, вот на это уже не ведутся. То есть кто-то все-таки интуитивно почувствовал. Ну, я поздравляю тех, кто со мной согласен. Вот. Продолжаем тему читать известных людей по лицам. Спасибо за ваши подписки, делитесь с вашими друзьями моим каналом, оставайтесь со мной, у меня здесь много чего будет интересненького. Еще раз пройдемся по лицу Дмитрия Гордона. Да, мы рассмотрели с вами сегодня лоб, глаза, брови, нос, подбородок и уши. И, собственно, этого вполне достаточно, чтобы составить общую картину об этом человеке. Всегда надо помнить, что физиогномика – это метод визуальной психодиагностики, позволяющий по чертам лица определить особенности характера человека. Приходите ко мне на консультации, присылайте мне фотографии, я покажу, каких форматов. Мне нужно всего лишь 8 ракурсов от вас. Вы мне присылаете фотки, присылаете деньги за услуги. Я анализирую черты лица, разбираю там около 25, если не больше черт, сразу скажу. То есть это на полдня работы приблизительно. Мы договариваемся о консультации, и я консультирую вас персонально. Не мои аватары, не мои секретари, никто. Я консультирую вас персонально, и у вас будет прекрасная возможность задать мне вопрос в стиле коучинговой сессии. И что мне с этим всем делать? Куда я с этим могу идти? Вот, поэтому это все вполне возможно. И поверьте, вы получите свой психологический портрет, и вы уйдете с этой встречи совершенно другим и совершенно с другим взглядом на себя. Большинство приходят с тревожностью, что с ними что-то не так, а уходят с убеждением, что со мной все в порядке. Понимаете? И с пониманием того, куда они реально могут двигаться эффективно и классно. Вот в чем сила физиогномики. Вот за что я люблю эти знания. Лизавета Царькова-Голофаст была сегодня с вами. До новых встреч. Пока.